начала я хотела бы вам показать американский государственный сайт, на котором вы найдете огромное количество информации по поводу выигравших номеров Green Card лотереи, а также примерно прикинуть, когда вас позовут на собеседование с вашим номером и подумать, когда вам лучше заполнять форму DS-260. Вы просто гуглите, это называется Monthly Visa Bulletin USA, как видите, я уже это гуглила, и первая ссылка, которую выдает вам Google, это государственный сайт travel.state.gov, и Visa Bulletin — это как раз то, что вам нужно. Я записываю это видео в конце марта, и вы видите, да, Current Visa Bulletin — это за март, а следующий, который уже опубликован, он на апрель 2024 года. Он был опубликован в начале марта, и здесь очень много информации по разным типам виз, не только по Green Card лотерее, поэтому вы ищете Diversity или DV here, и вот вам выдает раздел B, который как раз посвящен Green Card лотерее. Как вы видите, да, это за месяц апрель, но в том числе здесь будет информация и за май. То есть вот эта первая таблица, она за апрель, следующая таблица будет за май. Как я уже говорила, номера распределяются по регионам, то есть для каждого региона номера начинаются с единицы и доходят до какого-то предельного значения. Для Европы это обычно около 40 с небольшим тысяч. И как вы можете видеть, вот он, европейский регион. В месяце апреля людям, которым назначали интервью, имели максимальный номер 17500. Как я уже говорила, люди, которым назначают интервью, обязательно должны уже к этому времени заполнить форму DS-260, и эта форма должна быть проверена. На это уходит где-то от месяца до нескольких месяцев, то есть, допустим, если у вас номер 17 тысяч, и в апреле вам назначили интервью, интервью обычно назначается где-то за месяц-полтора, то есть вам его назначили на апрель где-то в феврале, в марте, скорее, ну, возможно, в конце февраля или в начале марта, то есть к концу февраля ваша форма DS-260 должна быть проверена, то есть заполнить вы ее должны были, ну, не позже декабря, а лучше в ноябре, чтобы точно ее проверили и чтобы точно вам назначили собеседование. Если вы ее не заполнили и у вас номер меньше, чем 17500, в принципе, ничего, еще достаточно времени, чтобы пройти собеседование до сентября, то есть люди вот с этими номерами меньше 17500 смогут проходить интервью и в мае, и в июне, и в любой другой месяц. Просто да, чем позже они заполняют DS-260, тем позже им теоретически назначат интервью. Также здесь есть еще дополнительная колонка, которая показывает исключения. То есть вы видите, для Европы, например, это Россия, у которой 17400, ну, не сильно на самом деле отличается, и Узбекистан, у которого 7000. То есть людям, которые выиграли лотерею в Узбекистане, будут назначать интервью только если их номер меньше, чем 7000. Почему это происходит? Может происходить по двум причинам. Либо очень много людей из Узбекистана в этом году выиграли с маленькими номерами, и поэтому посольство просто не справляется, либо могут быть какие-то проблемы именно с посольством в Узбекистане, оно, возможно, функционирует на чуть меньших мощностях и не может принимать этих людей. Да, но если ваша страна не числится вот в этих исключениях, то вы смотрите на этот номер, да, и, в принципе, можете рассчитывать, что вам назначат интервью, если у вас номер меньше. Можем посмотреть также на май. Как вы видите, на май 18 тысяч максимальный номер будет, да, то есть 1500. Не очень большая разница между апрелем и маем, часто она бывает значительно больше. Давайте посмотрим еще несколько бюллетеней. Вот финансовый год 24, он начинается с октября 2023 года, точно так же, как назначают интервью. Интервью назначают с октября по сентябрь на лотерею 24 года. То есть октябрь 2023 года был первым месяцем, когда назначали интервью уже не победителем 2023 года, а победителем 2024 года. Давайте посмотрим, что здесь. Опять мы ищем Diversity. Вот он, раздел B. Вы можете посмотреть на октябрь. Значит, первый месяц, когда назначали интервью, для Европы максимальный номер был 4500. То есть все, у кого номер меньше, могли пройти в самый первый месяц свое интервью. Я вам говорила, что у нас номер был 6000, 6000 с чем-то. То есть, как бы вот по этой логике, приблизительно наше интервью было бы в ноябре, в декабре. Но вы можете также посмотреть и ноябрьский, и декабрьский бюллетень, чтобы точно узнать, какие номера назначали. С учетом того, что ваш год будет следующим, не 100%, что
будут назначать в вашем году интервью тем же самым номерам, которым назначали в DV 2024, потому что все будет зависеть от количества победителей, от количества людей, которые уже заполнили форму DS-260, от возможностей посольств принимать людей на интервью и прочего, но приблизительно номера будут очень похожи, если не случится какого-то форс-мажора типа пандемии. И, как вы можете видеть, опять вот эти исключения, опять Россия и Узбекистан, у которых номера чуть меньше. И ниже можно посмотреть также ноябрь. То есть вы видите, в ноябре всего 500 дополнительных номеров добавили Европе. И последнее, что я хотела вам показать, это последний бюллетень за предыдущий год, за 2023 от сентября 2023 года. Здесь просто есть довольно много дополнительной интересной информации. Во-первых, вы можете посмотреть сентябрь, последний месяц 2023 года лотереи. Вот вы можете видеть октябрь. Здесь в октябре, соответственно, такая же информация, которую мы уже увидели в октябрьском бюллетене. А вот в сентябрьском мы можем увидеть последние номера, которым назначались интервью. То есть вы видите, что в Европе это 32 тысячи. То есть, к сожалению, люди, у которых номер больше, чем 32 тысячи, они не получили возможности пройти свое интервью. Причем, опять, в исключениях России и Узбекистан. И если у России такой же номер, непонятно, почему они ее сюда записали, то у Узбекистана максимальный номер 17 тысяч. То есть, к сожалению, люди из Узбекистана, которые выиграли лотерею Green Card 23 года с номерами выше 17 тысяч, не получили свое назначение на интервью. И дополнительно, что я могу вам показать, это информация о победителях лотереи 2024 года довольно подробно указана в сентябрьском бюллетене. Значит, какая здесь информация? Во-первых, 55 тысяч виз. Но я думаю, что вы и так это знаете. Максимальная квота на год — это 55 тысяч виз. Выдается чуть меньше, но примерно похоже на эту сумму. То есть они стараются выдать как можно больше виз. То есть конечное число будет 54 тысячи, 800, допустим, виз было выдано. При этом 143 тысячи человек стали победителем Green Card лотереи в 2024 году. То есть эти 143 тысячи человек будут распределены между этими 6 регионами. Как я уже говорила, по каждому региону будут отдельные номера. Но да, как вы можете видеть, победителей значительно больше, чем виз. Почти в 3 раза. В 2 с чем-то, да. Почему это делается? Потому что раньше в какие-то моменты не хватало победителей Green Card лотереи, потому что не каждый человек, который победил, действительно захочет получить свою визу. То есть сначала открывалось, допустим, 80 тысяч победителей, и потом, когда они понимали, что, допустим, из этих 80 тысяч только 30 тысяч человек действительно захотят получить свои визы, они открывали дополнительные номера. Сейчас открывается сразу больше. И, конечно, я прекрасно понимаю, что для людей, которые выиграли Green Card лотерею, но выиграли с большим номером и не смогли получить свое назначение для интервью, это безумно разочаровывающая вещь. Но это так, как есть. Причем, кстати, то, что я забыла упомянуть, здесь есть регионы, у которых здесь написано current. Что означает current в контексте Green Card лотереи? Это то, что все номера открыты. То есть для Африки и для Северной Америки в 2023 году люди с любыми номерами могли получить свое назначение на интервью. И я не буду вам показывать 22 год, но в 22 году, допустим, Европа тоже была current. То есть в 2022 году не было ограничения. И что еще я хочу вам показать, это количество участников. То есть вы можете видеть, что в DV 2024 приняли участие 22 миллиона человек, причем это qualified entries. То есть какие-то заявки были дисквалифицированы по той или иной причине, там были какие-то ошибки, но 22 миллиона заявок было принято, которые приняли участие в розыгрыше. И как вы можете видеть, 143 тысячи из 22 миллионов — это меньше 1%. То есть это вот именно то, о чем я говорила, шанс выигрыша, к сожалению, очень маленький. Шансы выигрыша для каждой страны различаются. И что вы можете здесь посмотреть, это количество людей по каждой стране, которые выиграли Green Card лотерею в 2024 году. То есть, да, например,
Потом можно посмотреть в Европе. Украина 4000 человек выиграли. Россия 5500 человек выиграли. Вы можете найти здесь свою страну, посмотреть. Также я знаю, что государственные сайты публикуют и количество людей, которые участвовали в Green Card лотерее. Это вы можете найти отдельной статистикой, то есть вы можете просто погуглить количество участников Green Card лотереи от каждой страны и примерно посчитать процент.